Друзья, всем огромный привет! Вы только посмотрите, что творится с нашей планетой. В Техасе семья чудом уцелела, когда метеорит насквозь прошил их уютный дом. В Эмиратах вместо привычного солнца пугающие наводнения в самом центре Дубая. А в Турции мощный обвал заблокировал целую трассу. Стихия разбушевалась не на шутку, и у нас есть все подробности. Начинаем. В воскресенье в Стамбуле в районе Фатих произошел взрыв, после чего обрушились два здания. По предварительным данным, взрыв произошел около полудня и, вероятно, был вызван утечкой газа. Один из домов был полностью разрушен, а соседнее здание обрушилось вследствие ударной волны. Масштаб разрушения осложнил спасательные работы. На место происшествия прибыли многочисленные подразделения полиции, спасателей, медиков и служб чрезвычайных ситуаций. Были начаты поисково-спасательные работы. Под завалами оказались как минимум 9 человек. Несколько пострадавших удалось извлечь из-под обломков. Они были доставлены в больницы. Состояние большинства оценивается как стабильное. Спасатели продолжают разбирать завалы, чтобы убедиться, что под обломками больше никого не осталось. По словам губернатора Стамбула Давута Гюля, угрозы жизни пострадавших на данный момент нет. В результате взрыва также повреждены соседние здания. Причины инцидента окончательно установят после расследования, однако предварительно считается, что взрыв произошел из-за природного газа. Субботний вечер для жителей пригорода Хьюстона начался с оглушительного грохота, который многие приняли за мощный взрыв. Пока тысячи людей в социальных сетях гадали, что заставило задрожать окна в их домах, жительница района Спринг Шерри Джеймс обнаружила ответ прямо у себя в спальне. Около 16:40 по местному времени обломок метеорита на колоссальной скорости прошил кровлю ее дома, пробил потолочные перекрытия 2 этажей и с оглушительным треском ударился об пол. По данным специалистов НАСА, этот незваный гость был частью массивного метеора весом около 1 тонны и диаметром около метра, который вошел в атмосферу Земли на скорости 56 тысяч километров в час. Основное тело болида разрушилось на высоте 46 километров над районом Сайпресс Стейшн, высвободив энергию, эквивалентную взрыву 26 тонн тротила, что зафиксировали не только метеорологические радары, но и спутниковые системы мониторинга. Прибывшие на место пожарные из департамента Пандероса были поражены характером повреждений здания, отметив, что только по счастливой случайности в момент удара в комнате никого не было. Шерри Джеймс планирует передать находку ученым для детального анализа, ведь этот закопченный камень может оказаться старше самой планеты. Сейчас дом Джеймсов стал местом паломничества соседей и охотников за метеоритами. В свою очередь эксперты продолжают искать другие фрагменты небесного тела, которые могли выпасть вдоль траектории полета над Северным Техасом. В субботу вместо привычного палящего солнца на Дубай и Абу-Даби обрушились настоящие весенние ливни, явление для этого времени года, прямо скажем, экзотическое. Небо затянуло плотными облаками, и под аккомпанемент раскатов грома на зеркальные небоскребы пролился сильный дождь. Конечно, для засушливого региона это всегда событие, но не всегда радостное. На скоростных трассах мгновенно возникли заторы, водителям пришлось провести в пробках по несколько часов. В ряде низменных и прибрежных районов дренажные системы не справились с объемом воды, что вызвало локальные подтопления парковок и первых этажей зданий. Национальный центр метеорологии заблаговременно выпустил официальные рекомендации для населения избегать посещения открытых пространств и горных долин из-за риска внезапных паводков. Власти подчеркивают, что подобные атмосферные аномалии в весенний период становятся более частыми и призывают автомобилистов соблюдать максимальную осторожность до полной стабилизации погодных условий и рассеивания дождевого фронта над Персидским заливом. В субботу турецкое побережье Средиземноморья решило показать свой крутой нрав. Из-за затяжных ливней один из горных склонов в районе Айдынжик буквально поплыл, обрушив на стратегическую трассу Мерсин-Анталья тонны грунта и массивных валунов, что привело к полной блокировке движения в обоих направлениях. В момент стихийного бедствия под удар попал легковой автомобиль, оказавшийся непосредственно в зоне схода масс.
Транспортное средство получило значительные механические повреждения, однако находившийся в нем водитель чудом избежал гибели, отделавшись легкими травмами. Машине повезло меньше, но жизнь, как известно, дороже любого железа. Стихия моментально парализовала движение в обоих направлениях. Прибывшие на место происшествия бригады экстренных служб оцепили опасный участок. В настоящее время в зоне ЧП работает тяжелая инженерная техника, проводящая расчистку дорожного полотна от скальных обломков. Однако работы осложняются сохраняющейся нестабильностью склона и продолжающимися осадками. Региональные власти выпустили официальное предупреждение о высоком риске повторных оползней на данном отрезке пути и настоятельно рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок по этому маршруту до полного завершения восстановительных работ и стабилизации метеорологической обстановки. Сильные сезонные дожди спровоцировали масштабное наводнение в восточной части индонезийской столицы – Джакарте, охватив как минимум 46 жилых кварталов и создав критическую ситуацию для местного населения. Наиболее тяжелая обстановка зафиксирована в районе Чиракас, где подтопления были вызваны не только ливнями, но и мощным притоком паводковых вод из верховья, включая регион Чимангис. Характерной особенностью текущего бедствия стал резкий подъем уровня воды, начавшийся уже после прекращения осадков, что свидетельствует о достижении критического порога накопления влаги в речных бассейнах. Основной причиной наводнения эксперты называют одновременный выход из берегов рек Кали-Чипинанг, Кали-Чиланкап и Кали-Сунтер, воды которых стремительно затопили жилые территории. Уровень воды в пострадавших домах варьировался от 30 до 80 сантиметров, однако в ряде низинных локаций зафиксированы отметки от 1 до 1,7 метра. Муниципальные службы и спасательные подразделения работают в усиленном режиме, осуществляя эвакуацию жителей из наиболее опасных зон. Власти предупреждают о сохранении высокого риска новых подтоплений, так как переувлажненная почва и переполненные русла рек делают инфраструктуру города крайне уязвимой перед любыми новыми осадками. Пока большая часть мира готовится к весеннему теплу, на северо-западе Саудовской Аравии природа решила устроить настоящий зимний перформанс. В воскресенье знаменитая миндальная гора Джабаль-эль-Лаус в регионе Табук внезапно сменила свой привычный золотисто-коричневый облик на ослепительно-белый. Мощный холодный фронт принес в высокогорье не просто прохладу, а полноценный снегопад. За считанные часы склоны и вершины покрылись плотным слоем снега, превратив пустынный пейзаж в декорации к северной сказке. Для местных жителей это событие стало настоящим праздником. Сотни людей, несмотря на туман и метель, отправились в горы, чтобы своими глазами увидеть это редкое зрелище, поиграть в снежки и сделать уникальные кадры верблюдов на фоне сугробов. Из-за гололеда и резкого ухудшения видимости полиция Табука ограничила движение на подъездах к вершине ради безопасности восторженных туристов. Синоптики отмечают, что такие мартовские сюрпризы случаются в этом регионе крайне редко и связаны с глубоким атмосферным возмущением. Пока снег не начал таять под лучами аравийского солнца, Джабаль-эль-Лаус оставался самой популярной фотозоной королевства, напоминая всем, что даже в пустыне возможно маленькое зимнее чудо. Воскресный день превратился для жителей юга Франции в настоящее испытание, когда на регион Окситания обрушился мощный грозовой фронт, сопровождавшийся крупным градом. Основной удар стихии пришелся на департаменты Жер, Тарн и Гаронна, а также предгорья Пиренеев, где мирные весенние пейзажи за считанные минуты сменились апокалиптической картиной. Небо над Тулузой и окрестностями внезапно окрасилось в тревожный свинцово-зеленый цвет, после чего на города и фермерские угодья обрушился ледяной шквал. Размер отдельных градин достигал 4-5 сантиметров в диаметре. Сильный ливень, сопровождавший град, вызвал подтопление на городских улицах, а порывы ветра, достигавшие 90 км в час, привели к падению деревьев и повреждению линий электропередачи.
К вечеру более 15 тысяч домохозяйств в регионе остались без электричества, а местные аграрии сообщили о катастрофическом ущербе для ранних посевов и виноградников, которые были буквально выкошены ледяным обстрелом. Метеорологи предупреждают, что штормовой фронт смещается на восток, сохраняя риск повторных ударов стихии в соседних департаментах. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.